Далее вопрос от Артема и Виктора связан с встречей Генри Киссинджера с Дональдом Трампом. За последнее время огромное количество всевозможных изданий и аналитиков обсуждают эту встречу. И отмечается, что 95-летний уже участник Бильдербергского клуба представил Дональду Трампу концепцию новой внешнеполитической стратегии. Ее суть сводится к тому, чтобы активизировать российско-американские отношения и спровоцировать раскол между Москвой и Пекином. Если в 70-х, 80-х годах Киссинджер советовал использовать Китай для изоляции СССР, то теперь он советует сделать все наоборот. Он предложил Трампу сотрудничать с Россией для сдерживания растущей мощи Китая. Почему это происходит и почему для этого понадобился именно Генри Киссинджер и каких изменений нам стоит ожидать во внешней политике США? Генри Киссинджеру 95 лет. А старичок все никак не успокоится, летает по всему миру, встречается с лидерами государств. Это говорит о том, что у глобального предиктора очень плохо с кадровой базой, и что человека в таком возрасте на покой не могут отпустить, и он вынужден заниматься процессами управления глобального уровня значимости. И Киссинджер с Трампом встречается гораздо чаще. Только это не всегда, далеко не всегда афишируется. Киссинджер встречается перед всякими знаковыми событиями, когда Трампу надо там что-то сделать, какое-то телодвижение, а оглашаются только те, когда надо какое-то дополнительную поддержку решению Трампа сделать. Так вот, если говорить о противостоянии России, Китая и Соединенных Штатов, то в этом треугольнике прошло противостояние в 20 веке, во второй половине. То Советский Союз и Китай против Соединенных Штатов, то Соединенные Штаты, Китай против России, Советского Союза, то Советский Союз с Соединенными Штатами против Китая. Вот. И вот это вот все в зависимости от того, какую управленческую задачу нужно решить по созданию центра концентрации управления в Китае. Уже тогда в Китае создавался будущий центр концентрации управления на замену евроатлантического блока, который сейчас в Великобритании и Соединенных Штатах. То есть каждый такой союз позволяет либо, если ты союзник, получаешь какую-то поддержку, информацию, технологии и прочее в этом блоке. А если ты находишься в какой-то оппозиции, да, то ты вот все эти полученные знания, умения, навыки, ресурсы, там прочее, имеешь возможность вывести на автономный уровень функционирования. Вот. А в результате этого, вот понимаете, есть такая поговорка: с таким другом и врагов не надо. Так вот, что происходит? Китаю дают технологии и развивают и Россия и Соединенные Штаты, и Советский Союз и Соединенные Штаты. Так, например, ядерное оружие Китаю дали две страны, и Советский Союз, и Соединенные Штаты. Каждый выполнил свой блок. И Китай на этом деле всегда растет. Вот кто бы у него в союзниках не был, но он всегда растет. А вот когда в союзниках у России Соединенные Штаты, то Россия, Советский Союз, всегда просаживается. С таким другом врагов не надо. То есть постоянно тормозят. И чтобы Китай мог дальше расти, Соединенные Штаты путами висят на ногах у Советского Союза, России. Вот этот алгоритм, он
все время присутствует, когда мы вошли в активную фазу создания Центра концентрации управления в лице Китая. И Киссинджер это выполняет. И соответственно этому дружба Соединенных Штатов с Россией, она заключается в том, чтобы получить полностью все дивиденды от России, навязать России свою политику, затормозить ее, пока Россия разворачивается в сторону Соединенных Штатов, что-то там делает, да, в союзнические отношения, она где-то начинает сбоить в выравнивании интересов с Китаем, что позволяет Китаю быть полностью подконтрольным под евроатлантическим блоком глобального предиктора и создавать из Китая центр концентрации управления уже без влияния России. А Россию они готовят к поглощению, к расчленению и созданию на территории России множества сувенирных государств, объединенных Великим Шелковым путем, новым Шелковым путем. Так что ничего, здесь любой союз, он антирусский. Вот Киссинджер, Трамп, они всегда предлагают антирусское, антироссийское решение проблемы. Так что ничего там такого нет. Из того, что мы не проходили. Все это было. И 20 век нам это все показывает.